наш ситуационный центр. Прошу. Добрый день. Коллеги работают. Уважаемые друзья, добрый день. Сегодня замечательная возможность, чтобы поздравить вас, сотрудников Федерального центра медицины катастроф, Национального медико-хирургического центра имени Пирогова и всех врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров, водителей экипажей скорой помощи с профессиональным праздником. Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим в кратчайшие сроки, независимо от времени суток. Сотрудники скорой непрерывно несут свою профессиональную вахту. Ежедневно находятся на передовом крае борьбы за жизнь и здоровье людей. И первыми отвечают на просьбы о помощи. На сегодняшний день в России действует 130 станций и более 1600 отделений скорой медицинской помощи. В системе трудятся свыше 160 тысяч человек. Сформировано более 12 тысяч выездных бригад. Хочу выразить искреннюю признательность за ваш нелегкий труд, сопряженный с огромной ответственностью и иногда с запредельной нагрузкой. Все это требует глубоких знаний, опыта, компетенций. И, конечно, хочу это подчеркнуть особо, отдельно. Это требует самых лучших человеческих качеств. В нашей стране история скорой помощи началась еще в XIX веке. Но официально день ее создания мы стали отмечать не так давно, в 2020 году, в период, сейчас мы только что с коллегами шли об этом говорили, в период пандемии, когда серьезным испытаниям подверглась вся система здравоохранения. И в значительной степени и работа скорой помощи. Решение придать празднику государственный статус стало знаком признания вашего, дорогие друзья, вклада в борьбу со вспышкой опасной, тогда еще очень мало изученной болезнью, высокой оценкой вашей благородной миссии, неизменной верности врачебному долгу. Особо отмечу самоотверженную работу экипажей скорой помощи и бригад медицины катастроф в условиях специальной военной операции. При ликвидации последствий атак вражеской беспилотной техники на наши мирные города и села, при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Сейчас в распоряжении службы скорой помощи свыше 20 тысяч автомобилей. Более 14 тысяч были поставлены в регионы за счет средств федерального бюджета в период с 2016 по 2023 год. Почти 57 миллиардов рублей за последние 10 лет были направлены на развитие санитарной авиации. Это тысячи и тысячи вылетов, оперативно эвакуированных и доставленных в медицинские учреждения пациентов. Необходимым инструментом, который служит спасению жизни, становятся цифровые технологии. Они позволяют оптимизировать всю цепочку от оперативной фиксации вызова и сбора информации о пациенте до отслеживания его транспортировки в режиме реального времени и уже с помощью космических систем, с помощью системы ГЛОНАСС. А также продолжение лечения больного или пострадавшего в медицинском учреждении. Проекты цифровизации реализуются на местах. Организованы единые диспетчерские центры скорой медицинской помощи в службе медицинских медицинских катастроф. Созданы центры управления кризисными ситуациями. Безусловно, у работников скорой помощи должны быть все условия, весь арсенал современных средств и технических возможностей. Дополнительные мощности для приема больных и пострадавших создаются в регионах. Такая работа идет постоянно. Сегодня у нас на связи Тамбов, Донецк, Екатеринбург
и Симферополь. В этих городах открываются новые модульные отделения экстренной медицины, медицинской помощи, которые призваны усилить это важное звено, повысить доступность и качество медицинской помощи. Это позволит спасти еще больше жизней. Отмечу, что данные модули адаптивные, универсальные, вот сейчас только что об этом тоже рассказывали мне, и могут использоваться как в экстренных случаях, так и для планового лечения больных, проведения консультаций и диагностики. До 2030 года должны быть созданы 99 модульных приемных отделений. На текущий момент уже построено 12 таких отделений, включая те, что мы увидим и сейчас. Еще 28 отделений завершим до конца текущего года. Я благодарю всех, кто участвует в реализации такого масштабного проекта. Хочу отметить, что и оборудование у нас все больше и больше производится в стране. Причем самого передового оборудования, самого лучшего, не то что не уступающего мировым образцам, а, на мой взгляд, даже и превосходящего по многим параметрам. Еще раз поздравляю работников скорой с профессиональным праздником. Желаю вам успехов и всего самого-самого доброго. Спасибо вам большое за работу. Слово Михаилу Альбертовичу Мурашко. Прошу вас. Спасибо большое. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые коллеги. Во-первых, я, конечно, тоже хотел бы присоединиться к поздравлениям и поздравить с профессиональным праздником. Сейчас мы находимся во Всероссийском центре медицины катастроф. Эта эффективная система обеспечивает сегодня консолидацию и повседневную готовность всех сил и средств в кризисных ситуациях. Центр управления кризисных ситуаций, где мы сейчас находимся, поступает вся информация оперативно, практически в считанные минуты, и любая возникающая ситуация, она фактически в алгоритмах оценивается и включаются необходимые силы и средства, включая совместные действия с МЧС, Минобороны, ФМБА, Роспотребнадзором. В составе Федерального центра медицины и катастроф имеются 3 полевых госпиталей многопрофильных, мобильные медицинские бригады, оснащенные всем необходимым, включая самые современные методы диагностики, операционные. Действует федеральная база кадрового резерва, и фактически в течение 2 часов мы в любом регионе страны формируем бригаду для оказания медицинской помощи. Все процессы реагирования четко алгоритмизированы и стандартизированы, что, по сути дела, позволяет нам, независимо от региона, оказывать качественную медицинскую помощь по единым стандартам. Сейчас я хотел продемонстрировать именно действующую систему. Здесь на карте представлена чрезвычайная ситуация. Оперативный дежурный получает ее от территориальных центров медицины катастроф, уточняет, координирует с МЧС или другими необходимыми органами. Стандартизированными методами проводится, вот здесь показано это в действующей системе, анализ, прогноз, привлечение специалистов. Тактику лечения и решения об эвакуации определяем с использованием телемедицинских консультаций. Система отслеживает весь путь пострадавшего в ЧС на всех этапах оказания, включая реабилитацию до выписки. То есть мы знаем, как идет оказание медицинской помощи и включаемся на любом этапе. Регулярные экстренные отчеты, они идут задействованы в системе оказания медицинской помощи. Мы используем сегодня мессенджер Макс, в нем идет оперативное информирование всех задействованных лиц. Хочу отметить, что телемедицинские системы и вообще данный вид помощи консультативной получил огромное развитие. За последние 10 лет в 70 раз увеличилось количество как плановых, так и экстренных консультаций. И высококвалифицированная помощь, она действительно сегодня близка как никогда. И в любом регионе врач получает консультацию из самых высококвалифицированных центров. Это не только федеральные, мы привлекаем и региональные, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и других регионов, для того, чтобы четко выстроить и систему оказания помощи, и в случае необходимости перевозку, транспортировку пациента. И 371 тысяча, это в течение года оказывается такое количество. То есть, да, в 2025 году 371 тысяча консультаций. Это чрезвычайно...
Это ЧС, да, ЧС. ЧС, да. Здесь и плановые, да, извините, да, и экстренные, и плановые консультации. И причем сегодня идет передача данных из приборов медицинских в цифровом формате, поэтому телемедицинская консультация проводится с учетом данных визуализации, и электронная медицинская карта сюда подгружается, все анализы и так далее, все это видно на экране. Здесь телемедицинская консультация, с одной стороны, несет как бы, с одной стороны, консультативную помощь такую, консилиум, а с другой стороны, это еще и контроль качества и обучение, потому что... Разница какая? В 70 раз Да, больше, в 70 чем раз, в да, 2018 да. году. И каждый год фактически это количество консультаций прирастает. Очень востребовано. Но первое время врачи это удивлялись, все федеральные. Скажи, что это все федеральные учреждения, Это наши федеральные. задействованные с региональными учреждениями. И по детям вообще все во внеочередном порядке, все Да. телемедицинские консультации. Дети идут все, с которые регионами. пострадали в чрезвычайной ситуации, все до одного консультируются обязательно через телемедицинскую консультацию. В 70 раз больше, чем в 2018 году. Это, конечно, результат. Да. Надо признать, конечно. 70 раз. Ну и все тяжелые пациенты, которые пострадали, они тоже идут через телемедицинскую консультацию. И что важно, вот коллеги отслеживают каждого пациента до момента выписки. То есть не то, что в экстренной ситуации оказали и оставили. Дальше потом оценивают, какая динамика, что необходимо подключиться и ряд других. Теперь непосредственно хочу перейти к скорой медицинской помощи, показать, ну здесь санитарная авиация, у нас количество вылетов санитарной авиации за последние 10 лет увеличилось в 2,5 раза, 138 тысяч эвакуированных пациентов и, что немаловажно, дети, 8 тысяч детей в возрасте до года. Я демонстрировал только что вот то оборудование, это транспортная кювеза, аппараты искусственной вентиляции легких. В прошлом году, в 2025 году, 1000 детей до года было эвакуировано с помощью санитарной авиации, с помощью вертолетов. Поэтому сегодня этот вид помощи стал доступен и, конечно же, реально спасает жизни, эвакуируя этих пациентов. И теперь скорая помощь продемонстрирует те цифры, которые мы имеем. Количество бригад, которые ежедневно находятся на дежурстве, это более 12 тысяч бригад. Они постоянно находятся на дежурстве. В прошлом году, в 2025 году, более 37 миллионов человек вызвали скорую помощь, была оказана на дому, и почти 13 миллионов человек были эвакуированы в медицинские организации. И сегодня скорая работает совершенно по другим принципам. Вот это планшет, которыми оснащена скорая помощь. Как с системой ГЛОНАСС, когда пациент осуществил вызов, бригада приезжает на место и уже имеет подгруженную информацию из электронной карты пациента в планшете. То есть они уже понимают, что это за пациент, какой у него диагноз, какие до этого были жизненные ситуации. И, соответственно, когда на месте уже оценивает бригада, дальше они передают эти данные с этого планшета в непосредственно в приемное отделение скорой медицинской помощи. И вот дальше, можно следующий слайд продемонстрируйте, пожалуйста. Вот здесь, по сути дела, это информационные технологии, которые позволяют нам при поступлении пациента в стационар видеть, какая ситуация уже была оказана скорой медицинской помощью, и какая помощь. И ключевой принцип, мы все данные, которые вводим один раз, их не нужно вводить повторно, то есть это экономия времени врача. И здесь, вот я хотел бы продемонстрировать, это реальная электронная история болезни, система здесь, по-моему, Мордовия, и по пациенту мы видим все его визиты, диагностические исследования, анамнез его, если это ребенок, в том числе его развитие видим. И при поступлении в скорую медицинскую помощь мы сделали новую систему искусственным интеллектом, которая позволяет уже анализировать. Это достаточно большой объем данных, и врач просто не имеет времени в экстренной ситуации быстро ее отсмотреть. И можно, вот это тоже рабочая система. Здесь система искусственного интеллекта, по сути дела, проанализировав медицинскую карту пациента, выдает его диагнозы, значимые заболевания, причем приоритизируя их,
показатели здоровья, если он в последнее время где-то обследовался, проходил или диспансерное наблюдение, или диспансеризацию, и выдает в том числе методы оценки с риском, какие у него возможны еще дополнительные, проблемы со здоровьем при оказании медицинской помощи. И, по сути дела, вот этот анализ этой карты занимает секунды. И когда пациент поступает в стационар, фактически мы уже имеем полную информацию, и далее обеспечивается триаж. Это система сортировки, умной сортировки, которая подчинена принципу распределения по тяжести пациентов, красный, желтый, зеленый потоки в зависимости от состояния. При этом фактически такая сортировка позволяет, первое, быстро оказать помощь, второе, избежать ненужной госпитализации, где мы можем быстро оказать помощь. Но сейчас мы дальше продемонстрируем. Можно следующую? Перейти уже в презентацию. Да. Вот у нас ранее была система построена таким образом, что пациент, вызывая скорую помощь, либо оставляли лечить на дому, там, где были рисковые ситуации, это потом повторные вызовы скорой помощи, либо госпитализировали в стационар. Сегодня, если пациент является диагностически сложным или требуется какая-то дополнительная диагностика, его транспортируют в приемное отделение, там происходит сортировка. Здесь отделение имеет полностью всю диагностическую базу, лабораторную, рентгеновские изображения, компьютерную томографию, ультразвуковое. Здесь же принимается комплексное решение, бригада его уже встречает, поскольку информация о пациенте есть. Здесь же используются и системы с искусственным интеллектом в новых всех учреждениях и подразделениях. Оценка с помощью искусственного интеллекта данных рентгенографии, компьютерной томографии. И оказывается медицинская помощь, если быстро восстанавливается пациент, идет амбулаторная выписка. Если требуется какое-то наблюдение, он остается на койке кратковременного пребывания. Если пациент тяжелый, мы понимаем, что длительность восстановления будет долгосрочной, то мы поднимаем его в стационарное отделение. Здесь фактически настолько оптимизированы все процессы, что и медицинская бригада, и пациент практически работают в синергии на спасение жизни. Ну и вот хотел продемонстрировать на следующем слайде. Здесь как раз идет сортировка пациентов. Видите, красный поток – это и палаты интенсивной терапии, реанимационные, оперблоками оснащены. Если пациент средней степени тяжести, палаты динамического наблюдения, диагностический блок. Если это удовлетворительное состояние и пациент получил всю необходимую помощь, в том числе раньше были такие травмпункты, которые были оторваны от медицинской организации. Сегодня мы их интегрировали сюда и там, где необходимо, прооперировали, там, где необходимо, соответственно, наложили повязку и отпустили домой. Поэтому вот здесь койки краткосрочного пребывания, амбулаторное пребывание и оказание помощи – это фактически такой процесс очень рационального использования всех ресурсов. Ну и сейчас, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, я хотел бы продемонстрировать, чтобы мои коллеги, как это реализовано уже в жизни, в практике, и позвольте приступить к открытию 4 современных приемных отделений в разных субъектах Российской Федерации. Давайте начнем. Да. С чего начнем? С Тамбова? Да. Пожалуйста, Тамбов, Семеникин Дмитрий Петрович, главврач городской клинической больницы. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемый Михаил Альбертович. Открытие нового приемного отделения городской клинической больницы имени архиепископа Луки – значимое событие для здравоохранения Тамбовской области. В состав нашей больницы входят региональные травматологические и ожоговые центры, отделение хирургического, гинекологического и акушерского профилей. Приемное отделение площадью 1500 квадратных метров, построенное за короткий срок, позволит оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам на современном уровне. Пропускная способность нового отделения более 100 пациентов в сутки. Для повышения эффективности работы в новом отделении мы будем использовать передовые решения. Цветовую идентификацию маршрутизации пациента в зависимости от тяжести его состояния. Персональную идентификацию.
с помощью умных браслетов с QR-кодом, цветовую идентификацию в одежде каждого медицинского работника в зависимости от его роли в процессе оказания медицинской помощи. Сведения о пациентах, транспортируемых бригадами скорой медицинской помощи, поступают в медицинскую информационную систему, формируют электронную историю болезни и помогают определить маршрут пациента. Реанимационная палата, противошоковая операционная, полный комплекс диагностического оборудования, экстренная лаборатория позволят повысить качество медицинской помощи, внедрить современные стандарты ее оказания и сохранить жизни и здоровье наших граждан. Созданы комфортные условия для работы медицинского персонала и для пребывания пациентов. Обеспечены оптимальные условия для внедрения бережливых технологий и процессов повышения производительности труда в целях сокращения времени ожидания помощи. Результат, который мы сегодня видим, это усилия межведомственной командной работы. Мы гордимся тем, что Тамбовская область вошла в число первых регионов, участвующих в этом федеральном проекте. Это доверие мы оправдаем качественной работой. Уважаемый Владимир Владимирович, примите искреннюю благодарность за поддержку инициатив по модернизации здравоохранения. Благодаря федеральной поддержке и вашему личному вниманию к вопросам доступности и качества медицинской помощи мы реализуем проекты, которые напрямую влияют на благополучие наших граждан. Спасибо большое. Дмитрий Петрович, а вот что касается качества этого модульного строительства, ведь там вы сейчас упомянули сказали про операционные, но в некоторых случаях там даже качество воздуха имеет значение. Здесь вот насколько это соблюдается? Создана современная система вентиляции, ламинарные потоки в операционной. То есть все соответствует современным условиям качественного оказания медицинской помощи. Спасибо. Евгений Алексеевич, добавите что-то? Да, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, я хочу добавить тоже слова благодарности от всех жителей города Тамбова за модернизацию, которая сейчас проходит в системе здравоохранения. И в прошлом году, Владимир Владимирович, по моей просьбе, вы оказали помощь Тамбову, и в прошлом году мы получили 50 новых машин скорой помощи. Сейчас это стала уже единая система. И в прошлый год машины, в этом году у нас открывается сейчас приемное отделение. Поэтому, конечно же, качество и эффективность оказания медицинской помощи на сегодняшний день оно вырастает у нас в разы. Еще раз спасибо вам большое. Хорошо, спасибо вам. Двигаемся дальше. Донецк, пожалуйста, Иван Александрович Николов. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемый Михаил Альбертович, в рамках реализации федерального проекта совершенствования экстренной медицинской помощи на базе многопрофильного медицинского учреждения Донецкой Народной Республики, Республиканской клинической больницы имени Михаила Ивановича Калинина за счет средств федерального бюджета построено отделение экстренной медицинской помощи пациентам с жизнеугрожающими состояниями площадью 1810 метров квадратных. Приобретено 657 единиц современного медицинского оборудования для выполнения диагностических и лечебных мероприятий, 75% отечественного производителя, организованы кабинеты ультразвуковой и лабораторной диагностики, рентген и компьютерной томографии, палаты интенсивной терапии и кратковременного пребывания, гибридно-операционно оснащенные ЦЕ-дугой и лапароскопической стойкой. Созданы новые рабочие места, привлечены и трудоустроены молодые специалисты. В новом приемном отделении внедрен ряд передовых решений, направленных на повышение эффективности оказания помощи, такие как цветовая идентификация и маршрутизация пациента в зависимости от тяжести состояния, персональное распознавание больного с помощью браслетов, медицинская одежда цветового отличия в зависимости от функций персонала. Организация отделения существенно улучшит качество оказания экстренной медицинской помощи. Ежегодно отделение способно оказывать медицинскую помощь 30 тысяч пациентов. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович и Михаил Альбертович, в очередной раз хотелось бы выразить слова благодарности за существенный вклад в развитие здравоохранения Донецкой Народной Республики. И стоит отметить, что данный проект впервые реализован на земле Донбасса. Спасибо, доклад закончил. Иван Александрович, только что министр докладывал о развитии телемедицины. Действительно, в России в целом она очень сделала большой, серьезный шаг вперед. Вот как в Донецке это ощущается? Вы на связи с коллегами из ведущих центров страны?
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, всем пациентам, всем детям в 100% проводятся в нашем лечебном учреждении телемедицинские консультации. Пострадавшим участникам специальной военной операции также проводятся телемедицинские консультации. Мы напрямую взаимодействуем с медицинскими центрами федеральными и при необходимости запрашиваем телемедицинскую консультацию на обратную связь и получаем быстрый ответ, от чего зависит эффективность оказания, в том числе и специализированной медицинской помощи. Спасибо. То есть работает это, да? Работает, действительно, хорошо работает. А с точки зрения подготовки, переподготовки кадров, в том числе в связи с получением нового оборудования, как дело обстоит? Находится наш медицинский университет рядом. Активно ведется привлечение молодых специалистов в нашем лечебном учреждении. И постоянно приходит процесс переподготовки. В новом отделении, которое мы открываем, уже есть новые сотрудники, которые уже получили квалификацию и в том числе обучились на базе первого Санкт-Петербургского медицинского университета по экстренной медицинской помощи. И они уже знают, как это работает и как нужно поступать, чтобы помогать людям и оказывать медицинскую помощь. Здорово, отлично. Денис Владимирович, вот сейчас только Михаил Альбертович докладывал о том, что и в Донецке начали производить современную медицинскую аппаратуру, медицинскую технику. Во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что вы уделяете этому внимание. Ну и вопрос, нужно что-то дополнительно сделать, поддержать вас в чем-то, чтобы это направление и дальше развивалось активно. Уважаемый Владимир Владимирович, поддержка никогда лишней не будет, но позвольте, чтобы это все-таки имело действительно практический эффект. Мы проработаем с Минздравом и с республиканским, в том числе, посмотрим, где можно здесь что добавить. Ну и, безусловно, мы с федеральным Минздравом на постоянной связи, и здесь идут постоянные улучшения. Владимир Владимирович, на самом деле здесь самое важное – это все-таки люди. И вы уже затронули тему как раз персонала. Владимир Владимирович, тут, знаете, когда вот такие улучшения, которые становятся наглядными для выпускников, потому что здесь рядом действительно университет, и видят, как эти изменения в больнице Калинина происходят. И не только в больнице Калинина. Владимир Владимирович, но могу сказать, что мы же боремся за кадры сейчас. Мы боремся за то, чтобы наши выпускники оставались у нас в регионе. Вот нам с таким преображением наших медицинских учреждений становится это делать легче. Поэтому вот эту работу будем продолжать и на ней делать основной упор. А что еще, чтобы здесь больше локализовать производство в плане медицинского оборудования, проработаем, потому что действительно это является важным для всех наших новых регионов. Спасибо. Перебираемся на Урал. Екатеринбург, Мясников Павел Николаевич, главврач Свердловской областной больницы, городская клиническая больница номер 40. Пожалуйста, Павел Николаевич. Добрый день, глубоко уважаемый Владимир Владимирович. Городская клиническая больница номер 40 – одно из ведущих медицинских учреждений Среднего Урала. Это многопрофильная клиника на 1500 коек. Здесь ежегодно стационарную помощь получают более 54 тысяч пациентов. У нас работает более 2000 сотрудников, и мы являемся клинической базой для 15 кафедр Уральского государственного медицинского университета. Сегодня открывается первое в Свердловской области модульное приемно-диагностическое отделение с новой идеологией и подходами. Мы будем распределять потоки пациентов по степени тяжести состояния с возможностью моментальной диагностики. Дополнительно внедрили цветовые решения для медицинского персонала в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации. Площадь здания 1500 квадратных метров. Пропускная способность до 200 пациентов в сутки по неотложным и экстренным показаниям. В составе модуля 3 операционных, одна из них рентгеноперационная, палата интенсивной терапии на 6 коек, палата динамического наблюдения за пациентами на 12 коек. И все эти площади выполнены с применением технологий чистых помещений, что снижает до минимума возможность возникновения бактериальной инфекции. Медицина – это искусство, а Екатеринбург – это признанная столица
стрит-арта в России. И мы решили совместить уличное искусство и здравоохранение. В итоге на фасаде здания появилась крупнейший в стране медицинский мурал, где переплелись сюжеты из повседневной жизни наших врачей и самые узнаваемые объекты нашего города. Уверен, что пациенты оценят креативность объекта, а медики с особым настроением будут приходить на работу. Уважаемый Владимир Владимирович, большое спасибо от всего коллектива городской клинической больницы номер 40 за возможность участия в реализации масштабного федерального проекта. Спасибо, Михаил Альбертович, вам и вашей команде за методическую помощь в освоении новых технологий. Благодарим Дениса Владимировича за поддержку наших амбициозных планов. Весь коллектив с нетерпением ждет открытия. Мы готовы работать в новых условиях на благо здоровья наших пациентов. Благодарю за внимание. Да. Павел Николаевич, вы сравнили медицину с искусством, наверное, в чем-то это оправдано. Очень основательно и красиво все изложили. Спасибо большое. А вот если так посмотреть критически на то, что вы сейчас получили, уже понимаете, что это такое. Вы как специалист, как доктор, как врач, как организатор, вот что бы вы еще порекомендовали добавить, чтобы вот отсовершенствовать? Уважаемый Владимир Владимирович, если мы берем приемное отделение, то о большем и мечтать невозможно. У нас великолепное оборудование, у нас 3 совершенных операционные. Вот остальному всему, на всей остальной нашей больнице можно только позавидовать, что у нас такое приемное отделение. Ну ладно, хорошо, слава богу. Удачи вам здесь на новом месте работы. Денис Владимирович, благодарю вас. давайте. Вам спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, да, еще раз добрый день. Я хотел бы, конечно же, от себя лично всех скоровиков нашей страны и, конечно же, Свердловской области присоединиться и поздравить. На самом деле это очень ответственные, профессиональные люди, которые работают круглые сутки и круглый год. Ну а по сегодняшнему объекту в продолжение хочу сказать, что мы до конца года еще сделаем 6 объектов. Они, конечно, все разные по площади и мощности, но в целом идеологически соответствуют тому, что сегодня вы открываете, и мы даем старт. А вообще, если еще посмотреть предыдущий год, я помню 19-й год, когда запускалась на Госсовете, обсуждалась программа модернизации первичного здравоохранения, мы только в прошлом году привели в порядок, отремонтировали, заново построили 141 объект медицины и закупили 3889 единиц оборудования. Поэтому, конечно, работа проводится огромная. И я хочу, конечно, от всех жителей Свердловской области вас поблагодарить за поддержку этих проектов, которые важны, нужны и необходимы. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Денис Владимирович, сейчас посмотрел на выставке медоборудования, и в основном это оборудование отечественного производства, очень современное, очень эффективное, качественное, и много производится именно в Свердловской области. Передайте самые такие теплые слова благодарности за эту работу всем коллективам, которые у вас этим занимаются. Просто это не просто приятно смотреть, гордость возникает, когда смотришь на результаты их работы. Спасибо большое. На самом деле, даже сегодня на объекте, который мы запускаем, 76% оборудования, оно производится в Свердловской области. Поэтому с огромным удовольствием передам коллективам низкий поклон и слова благодарности от вас и от всех медиков и, конечно, жителей. Спасибо. От пациентов самое главное. Люди, когда пользуются... Да, жителей. Да, людям-то на самом деле все равно, какое оборудование. Но это очень здорово, что мы подошли к такому качеству и к такому уровню. Спасибо. Пожалуйста, мы в Крым переезжаем. Солдатенко Светлана Вячеславовна. Симферопольская городская клиническая больница номер 7. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, Михаил Альбертович, коллеги, сегодня, в День работника скорой медицинской помощи в России, мы открываем первое в Крыму модульное приемное отделение для оказания экстренной медицинской помощи жителям и гостям нашего курортного региона. Отделение создано в составе многопрофильной Симферопольской городской клинической больницы номер 7, больницы высоких технологий.
Общая площадь приемного отделения почти 2000 квадратных метров. Пропускная способность увеличивается до 150 человек в сутки. Внедрены современные практики взаимодействия догоспитальных и стационарных звеньев с единым медицинским информационным пространством и обеспечением бесшовной передачи данных от бригады скорой помощи, приемное отделение и в последующем саму медицинскую организацию. Предусмотрено разделение поступающего потока по степени тяжести с минимизацией времени до начала оказания медицинской помощи за счет оптимизации логистики. Удобные световые ориентиры и элементы навигации делают движение по отделению предсказуемым и безопасным. Для медицинских работников применяется форма системы визуальной идентификации. Благодаря этому пациент может быстро понять, кто ему оказывает медицинскую помощь, что уменьшает количество вопросов, снижает тревожность и повышает эффективность коммуникаций. Маршрутизация пациентов, оснащение и обновление стандартизированных алгоритмов работы обеспечит возможность максимально оперативного оказания помощи в ситуациях, когда дорога каждая секунда. Созданное отделение сегодня оснащено всем необходимым диагностическим, противошоковым и реанимационным оборудованием с возможностью проведения экстренных оперативных вмешательств. Почти 90% оборудования отечественного производителя. В новом приемном отделении предусмотрена готовность при возникновении чрезвычайных ситуаций и при массовом поступлении пациентов. Огромная благодарность вам, Владимир Владимирович, за поддержку и содействие в реализации такого важного для Крыма проекта. Спасибо вам. В принципе, в общем объеме финансирования здравоохранения на эту программу не так уж и много, но все-таки и сама республика постаралась, там около 6 миллионов выделила, да, и свыше 500 миллионов рублей были направлены из федерального бюджета. Главное, чтобы люди почувствовали изменение качества. Вы сейчас сказали, что вот организация работы подобным образом снижает тревожность. Очень бы хотелось, чтобы у нас, во-первых, было так по всем направлениям, так оно и будет, а во-вторых, те возможности, которые возникают, уверен, будут использоваться самым наилучшим образом на благо людей. Я знаю, что и местные власти уделяют этому большое внимание и значение. Сергей Валерьевич, что добавить еще? Уважаемый Владимир Владимирович, хочу только сказать спасибо Михаилу Альбертовичу за помощь и спасибо его команде. И хочу сказать вам, что вы всегда с нами, с крымчанами, в сложной ситуации. Спасибо за то, что вы у нас есть. Крым с вами. Доклад окончен. Спасибо. Спасибо большое. Кратко и содержательно. Вот такие доклады тоже снижают тревожность, причем по всем направлениям. Так и будем работать дальше. Татьяна Алексеевна, добавите что-то? Спасибо, Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Я тоже хочу присоединиться к поздравлениям всех работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником и сказать, Владимир Владимирович, что по вашему поручению мы этот проект по экстренной медицинской помощи, как федеральный проект, реализуем вот с начала новых национальных проектов с 1 января 2025 года. Это часть нашего флагманского проекта по продолжительной и активной жизни, куда в том числе входит модернизация первичного звена здравоохранения и ряд других направлений. И здесь мы, собственно, в 2025 году направили на эти цели 19,5 миллиардов рублей, создали 20 приемных отделений, одно переоснастили в Кабардино-Балкарии по самым современным требованиям, и 3 приемных отделения тоже модульного типа открыло Федеральное медико-биологическое агентство в Сарове, Железногорске и Озерске. Сейчас, в этом году, мы направляем на эти цели 14,2 миллиарда рублей, 12 приемных отделений создаем, 2 оснащаем и создаем и оснащаем 2 приемных отделения, тоже ФМБА России в закрытых городах. Проект рассчитан до 30 года, и мы думаем, что вот такие модернизированные приемные отделения не только будут снижать тревожность, как сказали наши коллеги, но они еще, конечно, будут способствовать как можно более оперативному оказанию помощи. И самое главное, что мы хотели сегодня донести, Михаил Альбертович об этом говорил, что это современная маршрутизация пациентов с использованием всех современных технологий, включая и
искусственный интеллект, и цифровизацию, и современное оборудование, в первую очередь отечественное, это самое главное, доступность этой помощи для граждан и своевременность оказания медицинской помощи. Поэтому работу продолжим. Для нас этот проект, не только это, но и все первичное звено очень ответственное и практически одно из главных направлений, потому что это первый контакт с пациентом, первичное звено, самое главное. Уважаемые коллеги, в завершении наших мероприятий, приятных мероприятий по вводу объектов, о которых мы сегодня говорили, хочу подчеркнуть еще раз, что все программы развития и укрепления здравоохранения в России, безусловно, будут продолжены. Это касается и кадрового состава, это касается новых средств фармацевтических, это касается оборудования, это касается новых зданий и сооружений, но конечный результат, без всякого сомнения, достигается только при активном участии тех людей, которые стоят на переднем крае борьбы за жизнь и здоровье людей. Это касается прежде всего медицинского персонала всех направлений. Но сегодня праздник у сотрудников скорой помощи, и я вначале это сказал, хочу этим и завершить. Я поздравляю вас с профессиональным праздником, хочу поблагодарить вас за работу и пожелать вам всего самого доброго. Спасибо большое. Всего хорошего.